Добрый день, друзья! Буквально прошлое видео было о двух орхидеях, которую одну мне подарили уценкой, а другая у нас подкидыш. Я показывала вам, как растут корни у этих двух орхидей. Они попали на наш канал в феврале, не так давно. Но есть и другие орхидеи, которые находятся у меня дома уже одна более 4 месяцев, другая 3 месяца. И корни растут не так, как у тех. И мне хотелось вам показать. Но что же вам рассказывать про те орхидеи, у которых у самих великолепно растут корни? Вот эту орхидею я покупала 8 марта. И вот зачем о ней еще раз рассказывать? Вы посмотрите, буквально за 1,5 месяца она выпускает корни и от шеи, и в горшке уже растущие корни появились, и довольно-таки длинные, хорошие. И она еще при этом цветет. Есть и воздушные корни, которыми можно было бы воспользоваться, если бы орхидея не растила корни в горшке. И вот каждый раз рассказывать о хороших орхидеях, не имеет никакого смысла. Если заметили вот такие крапинки на этих лепестках, то это не ботридис, это механические повреждения. Они так и были изначально. Ссылку на 2 орхидеи, которые я показывала в прошлый раз, и, кстати, подкидыша мы с вами уже пересадили, я оставлю в правом верхнем углу экрана. И хочу показать вот эти 2 орхидеи, которые не такие шустрые, не так быстро растят корни, но я вам их показывала тогда, когда я купила. Вот эту орхидею я покупала вслепую, мне ее привезли домой. И говорила о том, что корней-то нет. Вот корни были только вот эти воздушные. Они остались воздушные. Посмотрите, они подсыхают. Но сейчас покажу вам секрет, как я поливаю эти корни. Это орхидея винный вельвет, красавица. Но корней в горшке нет, поэтому с ней работаем. Сейчас подробно расскажу о ней. И вторая орхидея. Тоже, кто наблюдает долго за каналом, знает, что я ее покупала в конце января. Это желтый биглип. Вообще ни одного корня в горшке не было. Я ее забрала для того, чтобы спасти. Вот и спасаю. Вот эти 2 орхидеи. Так что же в них такого интересного? Лаки. Лакуся. Ну, пришла на ручки, сиди спокойно. Что же в них такого интересного, что можно о них рассказывать? Это начало декабря, это конец января. Корней ни у той, ни у другой в горшке видно не было. Как, впрочем, и сейчас. Ни у этой. У этой видно корни, но беломен весь сгнил на этих корнях. И здесь есть один единственный корешок. Вот он, корень этот проходит, но не сильно он работает. И многие бы из вас уже подумали, да надо же разобрать орхидею, надо ее спасать, надо что-то делать. Я не разбираю такие орхидеи. И все время вам рассказываю, что орхидея умеет сама в своем покупном грунте какая-то очень быстро, как это, растит корни, а какие-то очень долго это делают. И у многих не хватает терпения. Мне все время пишут, да, я ждала 2 месяца, корней так и не появилось, я ее разобрала, и спасите, помогите, что мне делать. Если вы приняли решение разобрать орхидею, то, наверное, вы продумали план действий дальше, когда у орхидеи нет корней. Но я вас призываю к тому, чтобы не разбирать орхидею, даже когда вы не видите корней в грунте. Давайте начнем вот с этого желтого биглипа, у которого действительно не видно ни одного корня в грунте. Она отцвела и потом выпустила 4 корня.
При этом я ее или 1 или 2 раза поливала по краю горшка. Ну, бессмысленно поливать орхидею часто, когда у нее нет корней. А грунт может быть очень сильно влагоемким и долго-долго не просыхать. Но все равно, хотя бы 1 раз в месяц надо проливать по краю горшка. Потому что наверняка есть какие-то корни для нас невидимые, а у них есть тяжи. А тяжи – это вот сам корень. Веломен – это верхняя оплетка корня. А сам корень – это вот этот стержень, тяж. И он тоже может работать, и тоже помогать орхидее дальше расти. Я поливала, немного опрыскивала. Вот этот был корешок, вот он. Ой, даже не хочу доставать его. Вот единственный был воздушный корень, который я положила в горшок. И когда я только его опрыскивала, он, ну вот здесь, давайте, буду показывать, если через горшок видно. Вот здесь он начал прорастать маленьким тоненьким корешком. И вот здесь тоже прорастать маленьким тонким корешком. Видимо, этого хватало орхидеи, ну, полива основного и пробрызгивания вот этого верхнего корня воздушного хватало для того, чтобы отрастить таких чудесных 4 корня. Вот здесь 2, они поменьше. И здесь 2, они побольше. В этой орхидее лежит камешек для того, чтобы немножко выровнять орхидею. Я вот так ее поддерживаю. Вот так я поддерживаю орхидею. Как же я поливаю ее дальше? Я раз в 2, может быть 3 дня опрыскиваю вот эти новые корни. Естественно, попадает вода в грунт. Поэтому я так редко проливаю весь горшок, ну, по краю, для того, чтобы намочить этот грунт. Вот этой воды достаточно для того, чтобы она прошла грунт и смочила там те оставшиеся корни, которые мы с вами не видим. Вот с этой орхидеей поступаю вот так. Никогда не забывайте, что когда вы опрыскиваете корни, вода должна быть 28-32 градуса. Вода должна быть той температуры, к которой орхидея, может быть, привыкла в природе. Нельзя никогда холодной водой или сильно горячей поливать. Ну и, конечно, у меня вода из фильтра обратного осмоса. Вот это все, что я делаю с этой орхидеей. Стоит в одном месте, я ее не кручу, не смотрю, не переставляю. Но при этом она не растит листья. Она отсушила пару листиков. Видимо, ей нужно было это для того, чтобы начать растить корни. Она забрала из листьев какие-то нужные для себя питательные вещества. И занимается только корнями. Будем ждать. И вот вторая орхидея, это винный вельвет. Здесь все значительно хуже. Во-первых, была какая-то чернота на шее. Естественно, там, где была чернота, она сразу сбросила все листья. Я эту черноту намазала Максимом. Дальше эта чернота никуда не пошла. И орхидея делает все совершенно наоборот. Она растит лист. Да, теряется тургор нижнего листа. Вот видите, он весь стал в такую полосочку. Он немного теряется, но при этом остальные листья стоят очень плотные. Когда был старый лист, отсыхал, у него начали расти 2 корешка, но уперлись в этот листик и закуклились, сразу же причем. А вот когда этот листик отсох, и я его сняла, здравствуй, Юля. Юлечка, нельзя эту водичку пить, это водичка для цветочков. Иди вон. Нельзя. Юля, нет. Юляш. Сядь вон там, сиди. Вот ты вредный, Юлька. Юля самый вредный.
Уходи, уходи, уходи. Уходи, можешь вот здесь полежать, если хочешь. Но водичку трогать нельзя. Можешь понюхать цветочки и выходить. Ну, туда посмотри. Юлечка, ну не хулигань. Все проверил? Юль, проверил, уходи. Тугодум. Воду пить нельзя. Там еще сзади Дема сидит на стульчике. С галерки смотрит, иди к нему. Или ложись, лежать. Юлюш, лежи. Юля, ну ты же засыпаешь. Не мешай, Юля. Уходи. Юлька, иди ко мне. Иди сюда. Юля. Да, там же Лаки. Да ничего, пускай ложится. Ложись. Юлечка. Юль, ты перекрыл все, ты мешаешь. Иди ко мне, иди сюда. Иди. Иди ложись здесь. Иди. Тугодум-то старый. Ну, и как можно снимать в такой обстановке? Юлечка. Юль, иди. Ну ладно. Ну, сиди хоть там и не мешай. Так, о чем я говорила? Я забыла. У этой орхидеи была на основании какая-то чернота. Я намазала Максимом. Больше чернота нигде не появилась. То есть она не стала прорастать дальше на орхидеи. И орхидея начала растить два корешка. Но эти корни были под старым сухим листом. И когда они только проклюнулись, они тут же сразу и закуклились. И когда этот лист высох и отлетел, тогда и продолжился рост корней. Но растут очень медленно. Она растит лист, видимо, продолжает забирать какие-то нужные ей вещества из листьев, потому что корней также мало. Вот этот лист немного теряет тургор, хотя остальные листья в тургоре пока не теряется ничего у них. И вот как же поступить с этой орхидеей? Как же ее поливать? Да, точно так же раз в месяц я поливаю по краю горшка, потому что там есть один единственный зеленый корешок, но есть масса воздушных корней. И вот здесь можно применить один хитрый прием. Можно также побрызгать эти корни, там через день, через два, но все равно вот для этих сухих корней, они не растущие, но они и не гнилые. Просто веломен настолько высох, что они кажутся совершенно сухими, но они живые. Какую же хитрость здесь можно сделать? Я раз в 2 недели беру вот такую чашку с водой, наливаю и опускаю вот эти корни в воду. И даю ей постоять, напитаться вот этим корням примерно час. И возвращаю орхидею на то же самое место. Почему эти орхидеи растут так медленно и почему я ничем не стимулирую рост корней или рост зеленой массы? Во-первых, это орхидеи, купленные недавно. Ну что такое 4 месяца для орхидеи? Она многолетник, растет очень-очень долго. И что применял садовник, какие стимуляторы, какие гормоны для роста, я не знаю. Поэтому сейчас чем-то стимулировать орхидею не имеет смысла. Да я вообще считаю, что
стимулировать орхидею не имеет никакого смысла. Вот давайте сделаем такую небольшую ассоциацию. У вас появился какой-то питомец, маленький котенок, маленькая собака. И вы понимаете, что это животное должно расти. Вырасти. Вот из этого маленького комочка должен вырасти большая кошка, большой кот, хорошая собака. Вы что, будете стимулировать к росту это животное? Нет, вы будете его кормить. Причем кормить правильно. С тем, чтобы у животного росли правильно кости, чтобы он набирал вес, чтобы у него были все витамины, чтобы он вырос здоровым, любимым вашим питомцем. Вы думаете, с орхидеями по-другому? С орхидеями точно так же. Им тоже нужны микроэлементы, макроэлементы для того, чтобы они растили корни, растили зеленую массу, а не стимуляторы к росту корней. Ну вот она вырастет этот корень, а дальше где ей взять питание? Когда орхидеи у меня простояли какое-то длительное время, я надеюсь, что за 3 или 4 месяца и даже, может быть, за полгода ушли эти гормоны и стимуляторы, и вот в этот момент, даже если они не пересажены, но что-то начинают растить, то ли корни, то ли листья, даже в покупном горшке их можно подкормить. Подкормить чем? Подкормить, конечно же, удобрениями, которые содержат все нужные для жизни орхидеи вещества. И вот когда я вот так замачиваю корни, я этого еще ни разу не делала. Но сейчас вам покажу, что же можно сделать. Вот здесь примерно литр воды. Это удобрение универсальное. Здесь нарисованы и цветочки, и овощи. Оно содержит 18 азота, 18 фосфора и 18 калия. И большой набор микроэлементов. Давайте мы сейчас на камеру покажем. Не обязательно пользоваться таким же удобрением. Есть очень много удобрений, которые содержат вот такой хороший набор микроэлементов и макроэлементов. Вот здесь примерно литр воды. И вот в этот литр воды можно насыпать небольшое количество удобрений. Небольшое — это грамм. Это всего 1 грамм. Но орхидеи именно нужны вот эти все составляющие этого удобрения, этого или какого-то другого. Ей обязательно нужен азот, обязательно нужен фосфор, обязательно нужен калий. И вот таким образом можно и нужно подкормить вот такие, начавшие выпускать или листья, или корни орхидеи. Вы скажете мне, здесь всего 2 корня, а здесь еще несколько корней. Напьются эти корни, поверну другой стороной, попою и эти корни. Здесь так не получается. Можно разбавить тоже на литр воды удобрение, пролить по краю горшка или опрыскивать с удобрением. Но имейте в виду, когда орхидея получила какие-то удобрения, она 2 недели их перерабатывает. Поэтому, опять же, мы поливаем удобрениями только раз в 2 недели. Если нужно в другое время побрызгать эти корни, брызгайте чистой водой. Через 2 недели можете еще раз сделать такое. И я думаю, что орхидея значительно активнее сейчас начнет растить и листья, и корни. А если это будут только стимуляторы, ну что-то она вырастет, но питание-то брать где-то надо. Вот такие хитрости. Совершенно несложные. Можно применять к таким орхидеям, которые долго-долго-долго думают, долго-долго очень растут,
вернее, очень-очень долго растут, ну, потому в силу того, что у них нет корней в грунте. Но я надеюсь, что с этими орхидеями тоже все получится. Обязательно получится. Обязательно они выживут. И самое главное, что не придется их реанимировать. Вот это самая простая, можно сказать, что даже реанимация, но при этом орхидея остается в своем грунте. Еще обратите внимание, здесь я подставила камешек, чтобы орхидея не шаталась в горшке. Это очень важно. Орхидеи не любят, когда они двигаются в горшке и двигаются корни. А здесь у меня держатель для цветоноса. Он тоже удерживает орхидею в одном положении. И, конечно, вот такие мероприятия я делаю редко. Вот такое мероприятие я делаю раз в 2 недели. А в остальное время орхидея стоит на своем месте в одном и том же положении. Я стараюсь не крутить и не снимать с полки. Вот такие хитрости я применяю, можно сказать, в реанимации орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.